Наверное, для вас это станет неожиданностью, но все, что написано в названии данного ролика, правда. Это не кликбейт или какие-то там спекуляции, а конкретный слив, и даже не один. И все благодаря двум обновлениям от 29 июля и 14 августа, что впервые за историю Counter-Strike за какие-то 16 дней мы получили две крупные утечки, которые хранят в себе кучу информации. Там и будущие режимы, новые механики и дополнения к уже известной нам информации. И забавно то, что много из всего этого никто еще публично не обнародовал. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Знакомьтесь, это Bounty Stars. Если устал бегать с дефолтными скинами, то тебе как раз подойдет. Можно открывать как различные кейсы, так и соревноваться с другими пользователями, испытывая свою удачу. Тот, кому выпал скин подороже, естественно, победил. Но если тебя не устроил какой-либо скин, его всегда можно прокачать. Также на сайте частенько проходят розыгрыши, и даже имеется своя реферальная система, на которой можно заработать. Удобный вывод скинов, а еще более удобное пополнение баланса. Так что скорее переходи по ссылочке в описании. Ну а начнем мы с горяченького. То, что сейчас идет в активной разработке. Это, разумеется, нашумевший новый вид кейсов, в котором предположительно можно покупать на выбор определенный скин. Помимо известной нам уже информации о нем, я покажу вам то, что еще никто не показывал. Но вместо того, чтобы гадать, покажу, при каких условиях и как он будет работать. Итак, на самом деле называть его новым видом кейса будет немного неверно. Конечно, разработчики могут выпустить отдельный кейс, который будет иметь новые условия. Однако нам известно лишь то, что разработчики добавили новый параметр, который применим для всех кейсов в игре, под названием волатильный контейнер. А это, как и говорил в своем прошлом ролике, такой же прикол, как и с возможностью аренды. А если вы помните, у нас поначалу был лишь один кейс, который выдавал в аренду скины. Ну а потом разработчики добавили данную возможность во все кейсы. То есть каждый кейс в игре в будущем может иметь новые возможности. Ну а сейчас вы видите на экране кейс, которому я прописал новый параметр. Внешне ничего не изменилось, однако теперь при попытке открытия мы видим не падающий кейс, а сцену с ноутбуком, через который мы должны связаться с армс-дилером, он же бут по лору, для покупки определенного скина. Именно для этого и запихнули его аватарку в файлы игры, то есть это было сделано не просто так. И, к сожалению, на самом деле интерфейс тоже должен был поменяться, однако разработчики не добавили файл с ним. Поэтому для открытия данной сцены пришлось идти на некоторые хитрости, используя обычный стиль. Но приколы на этом не заканчиваются, ведь разработчики также добавили и новые кнопки для контекстного меню при нажатии на предмет. Одна из таких кнопок именуется как связь с армс-дилером, которая тоже приведет к сцене с ноутбуком. Но самое главное в том, что игра покажет вам данную кнопку только при определенных параметрах предмета, главным из которых является аренда. Да-да, вы не ослышались. То есть, если предмет арендованный, и он из кейса, в котором стоит параметр нового волатильного контейнера, арендованный предмет можно выкупить или продлить ему аренду. И вот, исходя из всех тестов, у меня складывается впечатление, что утечки говорят нам больше не о появлении нового вида кейсов, а о новых возможностях уже существующих. Хотя, повторюсь, им для пробы ничего не мешает создать новый кейс для теста, как это было в свое время с арендой. У нас на самом деле по-прежнему недостаточно информации, чтобы что-либо утверждать. Моя же задача показать вам возможности, которые появятся в игре на основе существующего слитого кода. Ну а гадать, как будет на самом деле, оставляю вам. Но давайте уже перейдем к следующей не менее интересной находке. Разработчики в файлах игры оставили пример скрипта на системе Pulse, который намекает нам на возможность поднимать предметы на карте и осматривать их в руках, занимая при этом временный слот в инвентаре. И, скорее всего, его разрабатывали как раз-таки для питомцев, чтобы вы могли подобрать свою курочку и рассмотреть ее. Ведь также, помимо скрипта, разработчики добавили модель рук в папку со всем оружием, чего раньше не было. Ну и, разумеется, сами анимации для осмотра питомцев в 3 состояниях. Это яйцо, цыпленок и, разумеется, сама курица. И помимо питомцев, благодаря этому скрипту мы также получаем сам факт пустых рук,
штук, которые могут вызываться при определенных действиях, даже если у вас в руках оружие. Напоминаю вам о том, что именно подобным методом разработчики ранее пытались добавить в игру насмешки от первого лица. И даже были анимации в файлах бета-версии CS2. Однако это лишь возможность снова их реализовать, а не какой-либо факт их появления. Но кто знает. Также разработчики, по всей видимости, хотят вернуть вкладку «Военные игры». Мало того, что в последних обновлениях стали появляться теги, связанные с ним, так еще мы получили просто огромное количество строчек, связанные с режимом ретейк. И нет, это не какая-либо ошибка компилятора или же смена строк при попытке ассемблирования. Хоть почти все из них это буквально копия того, что было когда-то в CSGO. Но самый главный прикол, о котором вы точно не слышали, это то, что он уже почти полностью готов для CS2 и вполне в рабочем состоянии. После недавней утечки со строчками ретейка, при разблокировке данного режима в меню игры он стал нормально работать. Это касается выдачи оружия в начале раунда, самой среды правил данного режима и самое главное, у всех текущих карт со сценарием закладки бомбы работают спавны под ретейк. И на самом деле ретейк при особых манипуляциях можно было запускать еще с бета-версии игры, но он был полностью сломан и вообще неиграбельным. Однако при каждой утечке, которая появлялась в файлах игры, он постепенно приходил в рабочее состояние. Так что да, разработчикам скорее всего осталось только поменять визуальный вид карточек с оружием под реалии CS2. Но и это еще не все. Также были замечены строчки еще одного режима военных игр. И это давно забытый Bounty Hunter, он же Охотник за головами, который впервые появился еще с операцией Гидра. И суть его достаточно проста. Убивая противников, с них выпадает жетон, и если вы его не подберете, очки вам не засчитываются. К сожалению, после завершения операции Гидра данный режим не стали переносить во вкладку «Военные игры». И возможно сейчас разработчики либо хотят его полностью вернуть, или же тестируют его механику в CS2 для создания какого-нибудь нового режима. Ну а теперь поговорим о спорных утечках. Наверняка вы где-то уже слышали или даже видели упоминание о том, что разработчики опять обдумывают или работают над внедрением кастомной одежды. Да, действительно, в последней крупной утечке засветили строчки со слотами одежды. Но чтобы вы понимали, они далеко не новые. Кто-то может сказать, что это ошибка компилятора или же ассемблера. Однако ранее их действительно удаляли, и вот они снова появились. И даже несмотря на возможность, что это ошибка, все равно каким-то чудесным образом в файлах игры появляется то, что связано с появлением каких-либо строчек. Ведь разработчики, возможно, используют их для какого-либо теста или же для упрощенного создания вариации агентов, потому что все модели персонажей действительно поделены на данные слоты. И вот вам, кстати, еще один прикол. В моделях персонажей для будущей системы Animgraph 2 появился новый внешний вид профессора Шахмат, который как раз таки и собран из кусков, которые указаны в появившихся строчках. Так что, ребят, не все может быть тем, чем кажется. Однако любое шевеление разработчиков в игре что-то да значит. И на этом, пожалуй, все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!